Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же хочет с вами отношений? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вот вы сейчас находитесь в ожидании каких-то серьезных перемен в вашей жизни. У каждого могут они проигрываться абсолютно по-разному. У кого-то это перемены будут по работе, да, вот в деятельности, у кого-то финансовые перемены, у кого-то это касается семьи, личных отношений, то есть важных каких-то вот решений, важных перемен именно, которые касаются непосредственно вас. Вы такой человек, которому, знаете, вот вам в одиночестве некомфортно. Хоть я рядом и сейчас и не вижу возле вас женщину, но вам очень хочется именно вот иметь любимую женщину, вам хочется пару. Даже у некоторых может проигрываться, что вы не против и ребенка еще заиметь. Вот вам некомфортно, вы как будто в ожидании какого-то чуда еще именно в отношениях. Вам хочется вот именно, знаете, того душевного тепла, который бывает именно в паре. Да, у вас есть друзья-приятели, у вас есть люди, с которыми можно посидеть, поговорить, да, расслабиться, так сказать. Но вот именно любовного такого душевного комфорта, который можно получить исключительно с любимым человеком в паре, этого у вас нет. Вы очень справедливый человек. Вы настолько справедливы, что иногда кажется, что даже перебор, чересчур. Даже могут вам некоторые люди говорить, что слишком уж ты правильный, слишком ты порядочный, да, сейчас таких людей нету. Вы такой человек, который, прежде чем, допустим, поставить точку даже в отношениях, вы будете долго оттягивать, вы будете прощать, на что-то закрывать глаза, вы будете долго думать, может быть, шанс давать своей половине. Ну, то есть, вот как мужчина вы более лояльный, такой вот мягкий в отношениях. Вы очень много чего знаете, умеете, даже, может быть, окружающих, вот чему-то учите, либо же по работе вы учите, вот как, знаете, как наставники, советуете, подсказываете. Ну, то есть много чего вы умеете, вот реально. Могут быть даже, вот как говорят, мужчина с золотыми руками. И починить все сможете, и там и бытовая техника, там по дереву, может быть, мастер. Ну, то есть у каждого это будет свое проигрываться, но то, что у вас очень много талантов, это однозначно. В вашей жизни также произошли кардинальные перемены, да, вот, которые связаны именно с женщиной. У вас расставание произошло с женщиной, которое вы переживали очень и очень тяжело и долго. У некоторых может проигрываться, что вы и сейчас переживаете еще это состояние вот одиночества, убитости, разбитости такой, да. Хотя вот на самом деле, знаете, вот вы как будто в плюсе остались. Вот вы разошлись, да, но вот может также быть такое ощущение, что вот, ну, как будто выдохнули, да, ну, с облегчением, да. С одной стороны, да, вам плохо, обманутые надежды, разрушенная жизнь, но именно в моральном плане, да, вам не перестали выносить мозг, вы больше так успокоились, вы нацелены уже на себя, на свою жизнь. Если раньше вы вот отдавали другим, то сейчас вы уже живете исключительно для себя, но еще, может быть, у кого дети есть, там, для детей, для родителей, да. Ну, то есть некоторый момент облегчения такой. Напишите в комментариях, есть такой момент или же нет. Вот морально как-то выдохнули. Смотрите, вами вообще по жизни очень легко управлять. Вы настолько податливый человек, что вами можно так, если умело, очень хорошо манипулировать. И причем женщины, я думаю, там далеко не одна женщина вами управляла. Вот как-то повелось так по жизни, вот из-за вашего характера,
из-за того, что вы, может, даже в каких-то моментах бываете вот слишком уж доверчивый, вот вами очень легко манипулировать. По деньгам, в принципе, у вас довольно неплохо. Я не вижу никаких у вас проблем таких. Да, бывают периоды у вас, что есть некоторые такие финансовые, но опять же, это через вложения какие-то могут быть, из-за трат каких-то могут быть. Но так, в принципе, я не скажу, что у вас острая нехватка денег. Нет. Далее смотрим теперь, какая же женщина пришла к нам на расклад, да? Смотрим. Ух ты! Смотрите, женщина может проигрываться земного знака зодиака, одинокая, она не замужняя, не в отношениях. Женщина довольно уверенная в себе, она не будет такой прям активисткой, нет, она очень степенная, она такая усидчивая, она постоянная. Вот обычно такие женщины у меня ассоциируются с такими вот хранительницами очага, с которыми хорошо, тепло и уютно, которые не суетятся, которые все как-то делают продуманно, да, вот степенная такая жизнь у них течет. Тем не менее, она, да, вот она и любит деньги, но она и умеет их зарабатывать и тратить. Вот насчет того, что она по выгоде ищет мужчин, нет однозначно. У нее, в общем-то, деньги есть, она самодостаточная женщина. Вот единственное, она себя чувствует очень и очень одиноко. Вот партнера у нее нет, это однозначно. Так, смотрите, вы вот пересекаетесь с этой женщиной. Я буду опять держать небольшую интригу. Вы с ней пересекаетесь. Она скорее темноволосая, такая, ну, моложе вас она будет, не намного, но моложе, но не совсем молоденькая, пусть это вас не пугает. Нет, это скорее ближе к среднему возрасту, но моложе вас она будет. Она такая, знаете, она в себе как-то вот сочетает и покладистость, да, вот уравновешенность, и в то же время вот когда нужно, она может очень хорошо показать зубки. Ну, в принципе, это нормально. Вот если тронуть, ну, это я вам пытаюсь, да, рассказать уже так по-простому, своим языком. Вот если тронуть, допустим, то, что ей дорого, если кто-то обидит близких людей, либо там дети, если есть, то она просто в тигрицу превратится. Вот такая вот вроде бы спокойная, тихая, да, вот белая пушистая, но если тронуть такую женщину, она просто порвет как тузик грелку любого. Поэтому, смотрите, вот вы с ней общаетесь, ну так, периодически, да, я не буду раскрывать полностью интригу. Вы общаетесь, но смотрите, она очень хочет с вами быть, причем хочет быть с вами парой. Почему она тогда не проявляется? Давайте уточним. Вот она все-таки надеется на то, что вы проявите инициативу, что вы как-то вот ее заметите как женщину. Да, вы общаетесь, вы однозначно пересекаетесь. Я не скажу, что прям так часто, но ей очень хочется, чтобы вы первый как мужчина проявили инициативу. Вот она не спешит, не торопится, она не хочет никого напрягать, не хочет навязываться. Но есть, в принципе, такой тип женщин. И причем я вам скажу, многие женщины считают, что вот мужчина должен первый знакомиться, первый там проявлять инициативу, все должен первый делать. Вот она к таким относится. Ей как-то вот неудобно, да, проявлять большую активность в отношении вас. Это может быть даже банальная стыдливость какая-то, да, вот опять же, это как черта характера. Плюс она очень боится еще, смотрите, она, да, у нее было разрушение, у нее семья была. Она очень боится, что она что-то не так сделает, и все пойдет, ну, не так, как она хочет. Ну, смотрите, она боится проявиться, потому что думает, что вы ее можете отшить, допустим, да, это так по-простому я говорю. Либо же
там, ну я не знаю, ну еще какие-то тараканы. Вот она боится, что ничего не получится из-за того, что она неправильно что-то скажет вам, неправильно что-то сделает, да, хотя вот она нацелена именно на семью, на серьезные отношения. Ей очень хочется с вами вот именно серьезных отношений. Давайте-ка уточним теперь, будете ли вы все-таки с ней или же нет. Или это так она помечтает о вас и все. Вы можете быть парой. Опять же скажу, это будет не в ближайшее время, это будет через какой-то период. Вы проявитесь к ней, вы таки ее заметите. Вы заметите, что она ну, довольно интересная женщина. Вот вы ее отметите именно как партнершу, не просто вот как сейчас вы общаетесь так, обо всем и ни о чем, такие дружеско-приятельские отношения. Вы ее отметите как женщину, вы начнете атаковать ее. Причем это как-то неожиданно у вас начнется. Вот неожиданно начнете, знаете, как будто вот глаза откроются, вот осенило, что вот, а давай-ка я попробую там пригласить ее на свидание, вот в таком духе. Однозначно у вас любовь с ней падает. Причем, смотрите, у вас найдутся вот много точек соприкосновения с ней. Вот когда вы ближе вот разнакомитесь, ближе вот сойдетесь в отношения, вы найдете очень много общего. И в своей судьбе у вас будут и общие, одинаковые вот какие-то черты характера. Вот вы будете, знаете, вот, ну как на одной волне с ней. И вас это очень сильно обрадует. Потому что вы уже устали от того, что женщина вам раньше вот выносила мозг, да, вот женщина, которой было все не так, а с этой вот у вас будет как-то, ну, все по-честному, да, вот будет все в унисон, так сказать, да. Поэтому даже не расстраивайтесь, ребят, у вас все-таки будет роман, причем такой очень теплый, искренний роман будет, который может, конечно же, перейти, вот у вас любовь падает и в серьезные отношения. И, конечно же, в брак может перейти, если вы того захотите. Поэтому вот такая у вас есть, опять же, своего рода тайная поклонница, которая вами заинтересовалась, но опять же побаивается, да, вот побаивается, чтобы вас не спугнуть, чтобы, не дай бог, какое-то не то слово сказать, либо же сделать что-то не то. Вот ей хочется, чтобы вы проявились, и вы таки проявитесь. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!